Знаете, что меня до недавних пор больше всего раздражало в конструктиве моего фонокорректора? То, что при идеальной конструкции собственно платы корректора размерами 20 на 45 и толщиной 3 мм, которая легко и непринужденно размещается в подвале Тонарма любой вертушки. Так вот, для организации питания плюс-минус 18 вольт 50 миллиамперов чаще всего все почему-то используют внешнее набившую оскомину по схемам из вот этих вот источников. Например, у Дугласа Селфа. Какая там страница? По-моему, 570, да? Давайте глянем, что он там предлагает. Значит, ну вот по этим схемам чаще всего все делают стабилизаторы на LM-ках 317-337 или на 79-18, 78-18, 79-18. Ну или других более современных микросхемах. Но главное даже не столько в этих микросхемах, а то, что они запитываются. От чего? От огромных сетевых трансформаторов. Вот таких вот. Огромных не в смысле то, что там полкиловатта, а даже 15-ваттный вот такой вот трансформаторчик, он в принципе офигенный по габаритам относительно всего остального, что всовывается внутрь винил-корректоров. Так вот, мало того, что эти трансформаторы тупо не влезают по габаритам внутрь большинства вертушек, там уже набито все, что надо было набить, так они же еще и рассеивают вокруг себя крутые помехи с частотой сети 50 Гц и ее гармоник. Вот вам примеры. Вот это блок питания Юры Панченко. Ну, нормальный советский еще, с советских времен, военный сетевой трансформатор, до сих пор живой. Потом, значит, выпрямитель со сглаживающими конденсаторами и стабилизатор двухполярный на LM-ках 317 и 337. Что? В отдельной коробочке. Все это повидло вовнутрь вертушки никак не разместить. При всем желании, даже если будет очень большая вертушка. Смотрим дальше. Вот это вариант Александра Шестаковского. Более современный тороидальный трансформатор сетевой. Выпрямитель, сглаживающие электролиты и значит, стабилизаторы. Те же самые 317 337, а сам, собственно, корректор вот в этой вот маленькой коробочке. Смотрим дальше. Вот это хай-эндовский значит, вариант Андрея из Одессы. Тут размеры, тут блок питания двоякий даже, да. Значит, мало того, что он имеет сетевой трансформатор и очень крупногабаритные электролиты, значит, выпрямителя, так у него еще и двойная стабилизация. Кроме того, что вот здесь вот LM-ка 317, 337, вот парочка, да, и тут во втором канале тоже. Так вон там, вот видите, такие масюсенькие. Это ТПА 7А39. То есть тут сначала стабилизируется вот этими стабилизаторами, а потом современным. Ну и вон такие масюсенькие эти две платки. Это как раз фонокорректор.
Но это high-end вариант. Смотрим дальше варианты. О, вот это вариант, который еще до того, как спрятал в нормальную коробочку, спаял Юра Депо 196. Сетевой тороид, выпрямитель, стабилизатор. И вот, собственно, две платки фонокорректора. Вот. А сама-то платка, ох, миниатюрная. Вот это меня и раздражало. Недавно при анализе новинок у конкурентов мое внимание упало на вот этот фонокорректор из Поднебесной, который по габаритам на порядок меньше других коробочных конструкций, как современников, так и более ранних. Ну, конечно, много больше моего Су-21. Схемы, как водится, нет. Но, как показало вскрытие, этот девайс выполнен как, собственно, фонокорректор на парочке хороших, надо сказать, операционничков NE5532. Но мое внимание это особенно не задело, потому что, ну, схема, вы, наверное, все понимаете, что, ну, что-то типа вот такой вот. То есть такой середнячок, ну, добротненький середнячок, для китайцев достойно использовать, да? Но речь не об этом. А мое внимание упало, знаете куда? А вот сюда, на питалку. Посмотрите-ка. Видите? Питание этого всего девайса идет через 5-вольтовый USB. Как оно организовано? Вот что меня заинтересовало. Оказалось, что 5-вольтовый сигнальчик от USB-шной заряжалки поступает вот на эту микросхемку. Это микросхемка китайская. Вот она. XL 6007. Китайской фирмы XL7. Это вот такая вот в соике 8 небольшая такая микросхемка, которая выдает из входного напряжения от 3,6 до 24 вольт, выходное напряжение вплоть там до 20 с чем-то вольт. Причем для нас важно, что в рекомендуемой схеме применения есть в том числе и двухполярный выход, как плюс, так и минус. Так вот, по этой схемке, похоже, китайцы сделали вот тут преобразователь 5 вольт в плюс-минус сколько-то там 16 я намерил, да, или 17, а потом поставили парочку интегральных стабилизаторов 79L12 и 78L12. И с выхода этих вот уже стабилитронов интегральных запитали, значит, операционнички напряжением плюс-минус 12 вольт. Как вы догадываетесь, я не смог устоять перед соблазном купить и испытать XL6007 в качестве питалки для фонокорректора Су-21 век версия 7. Вот она. Но до того, как мы перейдем к следующим даташитам, я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы запомнили,
Один момент из даташита X7 и XL6007. Это то, что она как импульсный повышающий конвертер, преобразователь, работает на частоте, заданной внутренним генератором, и которую изменить нельзя внешними. Частота 400 кГц. Запомнили, да? Частота 400 кГц. Ну что, идем на AliExpress. Там выбираем вот такой вот девайс на этой же микросхеме с выходным напряжением плюс-минус 18 вольт. Стоит это удовольствие 2,71 бакса, собственно, плата собранная. И пересылка в Украину, то 1,5 бакса. Ну, 4 бакса будем считать. 4 бакса стоит в единичном экземпляре такая платка. Давайте только еще вот что проверим. Плюс 18 вольт у нас ток должен быть на оба канала 2 раза по 25 миллиампер. Это значит у нас ток 50 миллиампер. Давайте проверим, выдаст ли этот девайс наш ток. Едем. Ага, вот оно тут. Ну, во-первых, отмечаем, что диапазон входных напряжений может быть от 3,7 до 24 вольт. Для выхода 18 вольт. Что это значит? Это значит, что практически любой источник напряжения от 4 до 24 вольт, который есть у нас в вертушке. А у нас в любой вертушке есть блок питания. Даже если внутри вертушки нету фонокорректора, то там есть кто? Электромоторчик, который питается таки либо 5 вольтами, либо 12. Так что вот этот диапазон охватывает. И мы можем, не используя никакие дополнительные трансформаторы сетевые, подключить вход нашей вот этой вот микросхемки, ну, нашего вот этого вот девайса целиком, да, к питалке, скажем, моторчика, и она на выходе выдаст нам плюс-минус 18 вольт. Но давайте теперь проверим, значит, будет ли у нас там выходной ток с 50 миллиампер, который нам нужен. Сейчас дойдем. О, вот 18 вольт, вот так она выглядит, да. А что тут у нее в спецификации? При входном напряжении 5 вольт и в выходном плюс-минус 18 вольт наш девайс выдает 0,1 ампер. Это вдвое больше, чем нам необходимо. То есть все хорошо. За 2,7 бакса в Китае или за 4 бакса с учетом значит, питания, пересылки мы получаем то, что нам надо. И по напряжению, и по току. Вот такое. Теперь еще один момент, который я хочу, на котором я хочу заострить ваше внимание перед тем, как перейдем дальше. У китайцев в их фонокорректоре есть недостаток. Глюк. XL6007 они сглаживают, ну это вы понимаете, что любой повышающий импульсный преобразователь, работающий на частоте 400 кГц, на выходе будет выдавать не чистое постоянное напряжение, там будет пульсация какие-то. Китайцы в своем фонокорректоре к выходу XL6007 пристыковали 78L12 и 79L12. Это интегральные стабилизаторы, которые выдают 12 вольт для питания операционников. Но хочу китайцев поругать. Смотрите, на что они не обратили внимания, а надо обратить внимание.
Вот это даташит на 78L12, да? Обратите внимание на фигура 4, зависимость коэффициента подавления пульсации от частоты. Пока у нас частота низкая, ну то есть 78 L12 и 79 L12 мы используем для стабилизации напряжения обычного сетевого выпрямителя, у которого 50, 100, 150, 200 Гц, то подавление вон 60 дБ в 1000 раз. Хорошо. А дальше? У нас, помните, какая частота пульсаций? 400 кГц, а не 50 Гц. И что тут? А тут выше вон 20 кГц идет достаточно резкий спад. И максимум, что приводят изготовители в даташите, это, ну, считайте, 40 дБ на частоте там килогерц 150. А у нас 400 кГц. Давайте-ка продлим. И что мы там получим? Чуть ли не 20 дБ. Ну, хуже, чем 40, и даже хуже, чем 30. Там 20 с небольшим дБ получится. То есть на частоте 400 кГц LM 78 и LM 79 как подавители пульсаций не годится. Поняли, да? То есть для обычного сетевого выпрямителя они супер, они недорогие и годятся. А для нашего случая ни 79-я, ни 78-я, ну вот как вот здесь у китайцев, они сюда не годятся. Они не смогут эффективно подавить пульсации XL6007. Поняли, да? Согласны? Вот, даташит на LM78L12. То же самое смотрим фигура 10 на 79L12. Тут тоже, видите, будет ну, меньше 30, на частоте 400 кГц, это где-то здесь вот, будет вот где-то здесь. Это будет, ну, 20 дБ в 10 раз. Всего в 10 раз, а не в 1000 раз, как на 50 Гц и 150. То есть вычеркиваем LM79, LM78. Ну, на всякий случай еще проверим, давайте на эту же характеристику LM317. LM317, ну и 337 такая же, да? Смотрим на частоте сетевой, тоже больше 60, да, она чуть-чуть даже лучше, чем LM79 и 78. А что у нас на частоте 400 кГц? Вот 200, 300, 400. Ну, видите, да? 20, в лучшем случае 5 дБ. То есть, ну, сколько? В 20 раз подавят. Но не в 1000 раз, как мы привыкли. А в 20 раз подавить на частоте 400 это практически, ну, это слабенько, да. Это не годится. Убедились, да? Хорошо. Ну, а теперь давайте я вам покажу, как можно правильно и дешево исправить вот этот вот глюк китайцев по некорректному применению интегральных стабилизаторов 317, LM 78, 79 для подавления пульсаций XL 6007 на частоте 400 кГц. Ну, наиболее проницательные из вас уже, наверное, догадались, что я сейчас для разработки нашего решения использую правильно микрокап 12. Смотрите. Или сначала, давайте-ка я сначала покажу схемку нашего эксперимента. Вот мы собрали у нас в лаборатории такой вот стендик. Это я разобрал какой-то совсем безродный, самый маломощный USB заряжальчик, чарджер.
ну, USB-шная заряжалка, которая выдает по паспорту 5 вольт 0,4 ампера. Оттуда вывел 5 вольт на вход XL 6007 граунты V-in. А выходы подключил к питанию, тем самым к выводам питания фонопредусилителя. Сейчас мы увидим, что получается. Когда мы посмотрим осциллографами пульсации на выходе XL 6007, вот это вот у нас положительный выход, а это отрицательный выход. То есть плюс 18 и минус 18. Реально сколько там? Плюс 18,07 и минус 18,06. Так вот, на этих выходах XL 6007 создает вот такие вот пульсации. Они на экране осциллографа большие, потому что я растянул хорошо, да? Но на самом деле при 18 вольтах питания в полном напряжении, вот отсюда до сюда, от пика до пика, тут 50 милливольт и тут 50 милливольт. 50 милливольт пульсации не особенно большие, как для 18-вольтового полного напряжения. Ну, чуть больше, чем пульсации хорошего сетевого 50-герцового выпрямителя на хороших конденсаторах. Там на 470 микрофарад или на 1000. Так будет меньше, конечно, пульсации. Но там 50 Гц, а тут 400 килогерц. Так вот, смотрите, что я придумал. Чтобы не применять неправильно интегральные стабилизаторы 78, 79, 317, 337, я поставил последовательно в цепи питания, что? Правильно, дроссели. Высокочастотные дросели. L1 и L2. L1A, L1B. Величина индуктивности этих дросселей вот отсюда берем. 2,2 миллигенри. Ну и 31 Ом это, собственно, сопротивление обмотки этих дросселей. Давайте посмотрим, насколько наш вот такой простейший фильтр подавляет, значит, 400 кГц. Еще один нюанс. Вот это C1 200 нанофарад или 0,2 микрофарада. Это у меня, значит, в фонокорректоре. Вот. Это на плате фонокорректора у меня размещены C1 на 0,1 микрофарады, C2 на 0,1 микрофараду, C9 на 0,1 микрофарады и C10 тоже на 0,1 микрофараду. Вот это они. Раз, два, три, четыре. Это блокировочные конденсаторы, которые в начале и в конце шинок питания. Вот это минус 18, это плюс 18. Сразу на землю по 0,1 микрофарада. И потом после всех элементов в конце платы, с другого конца платы, тоже C1 и C2, тоже по 0,1 микрофараде есть на плате фонокорректора. Ну что, смотрим, АЧФУ какую задает нам этот дроссель. Анализис, IC, Run. F8 нажмем и посмотрим. Значит, частота у нас 400 килогерц. О, 400 килогерц. Вот так, да. Ну, чуть-чуть. О, 400 килогерц. Смотрим, ребята. Подавление пульсаций с частотой 400 килогерц это дроссель обеспечивает на минус 69 дБ. Ну, чтобы скруглить и было просто нам считать, давайте вспомним, что 60 дБ это 1000 раз, 66 дБ это 2000 раз.
То есть вот такая простая схемка с одним только дросселем позволяет подавить пульсации с частотой 400 кГц на 69 дБ. 69, ребята. Это больше, чем любая из вот тех микросхем, которые были вот тут вот. Ну, насколько? В 100 раз лучше. Потому что они-то попадают там на 25 дБ, а у нас 69. В 100 раз наш дроссель копеечный работает лучше, чем в 10 или даже в 20 раз более дорогие вот эти вот интегральные стабилизаторы. Китайцы, учитесь. Вы-то деньги считать умеете, наверное, лучше, чем я даже. Вот вам 2 дросселя вот таких. Ну, надо понимать, что отдельные дроссели необходимо будет поставить, значит, и в плюс, и в минус, причем отдельно в левый канал, отдельно в правый канал. То есть для стереокомплекта нам надо 4 вот таких вот дросселя. Вот. И тогда мы получаем, смотрите, что мы получаем. Если вы просчитаете тут те 66 даже децибел с некоторым запасом, то 10 и 20 милливольт среднеквадратических пульсаций до дросселя. После дросселя у нас превращается уже не в милливольты, а в микровольты. 10 микровольт и в 5 микровольт. Но запомните, 10 микровольт. У нас пульсации на наш фонокорректор не превышают 10 микровольт. Ну, небольшое напряжение, конечно, на вот этих 30 омах внутреннем сопротивлении обмотки этих диодов, то есть этих самых дросселей, конечно, падает. И вместо 18 вольт у нас получается 17,2. Но это в допуске, это в допуске на напряжение питания этого самого корректора. Допуск, я напомню тем, кто не знает, плюс 0,2, минус 1 вольт. То есть плюс-минус 18 вольт или 18,2, либо 17,0. А у нас 17,22. Все в допуске. И потоку тоже. Нам надо по 25 миллиампер на каждый канал или 50 миллиампер на оба. А XL 6007, как мы смотрели с вами по даташиту, выдает 100 миллиампер. Ну вот. Ну и последние штрихи к портрету интегральных стабилизаторов. Смотрите, значит, у нас на выходе дросселей 10 микровольт и 5 микровольт. Ну, возьмем 10 микровольт. А давайте посмотрим, какие же шумы специфицированы для интегральных стабилизаторов. Ну, вон 78L, скажем. Давайте смотрим, где тут у нас. У нас, кстати, слышите, значит, еще, смотрите-ка, у нас и нету 18-вольтовых ни 78, ни 79, у них максимум 15 вольт. Они и поэтому для нас не годятся, что у них 18-вольтовых-то и нету. Еще одна причина, почему их нельзя применять. 317 и 337 можно, там 18-вольтовая есть выходная, например, а у этих нету. Ну, давайте то, что хотел я показать, для полного, как говорится, счастья. Смотрим вот самый высоковольтный 15 и такой параметр,
как output noise voltage. Это шумы, которые генерирует сама эта микросхема. Не подавление, значит, пульсации входного напряжения, а просто шумы выходные. Даже если у нас идеальное входное напряжение будет стабильное, то на выходе будет сколько, смотрите-ка, 90 микровольт. Видите, да? 90 микровольт на выходе LM78L15, 90 микровольт. То есть почти в 10 раз больше, чем наши 10 микровольт вот здесь. У нас-то 10 микровольт. Осциллограф, если мы здесь видим до дросселей сглаживающих, что мы на осциллографе еще все-таки пульсации можем как-то наблюдать, то здесь уже, как бы я не увеличивал чувствительность осциллографа, 10 микровольт и 5 микровольт я увидеть не могу. То есть совершенно чистый сигнальчик. Вот. Вот такие пироги, ребята. Мне остается только привести ссылку и даташиты на вот эти дроссели. Я, как всегда, все покупаю в магазине Имрад. Вот эти дроссели. Стоят они намного дешевле, чем интегральные эти стабилизаторы. Значит, а даташиты, сейчас я вам покажу. Даташит. Вот у нас Эпкос, во-первых. И во-вторых, Эпкос у нас на 2200 микрогенри или 0,2 миллигенри. Что мы имеем? Мы имеем то, что ток до 80 миллиампер, сопротивление максимальное 35 Ом, ну, у меня получилось в реальных измерениях 31, и резонансная частота, на которой оно перестает быть хорошей индуктивностью, 1,1 МГц. У нас 0,4 МГц, то есть годится. Вот. Эпкос. Вот его, значит, имя и фамилия. Ордеринг код. Заказываете. Ну, или заходите сюда и тут в Киеве покупайте в магазине. Вот он. Вот, ребята, смотрите. И сравните теперь, значит, вот эту платку с вот этой платкой по сравнению с теми большими трансформаторами и, значит, интегральными стабилизаторами с радиаторами, там некоторые были. Это намного меньше. Это влезет так же, как и, собственно, платы фонокорректора, практически в любой, значит, в любую вертушку. Причем, если у нас в вертушке есть 4, 5 или так далее до 20 вольт где-то источник постоянного напряжения, а он есть, потому что нам же питается моторчик от чего-то. Вот к питаловым моторчикам мы вот эти вот два проводочка подключаем и получаем готовый блок питания вместе с фонокорректором. Вот так. Причем фонокорректор получается хороший, качественный, лучше в несколько раз по значит, шумам собственным на выходе дросселя, чем любая из тех микросхем, которые мы с вами рассматривали. Ну вот, все. На сегодня все. До следующих встреч. Удачи! Всегда ваш Николай Сухов.